Утром 26 декабря 2004 года на побережьях Индийского океана шла обычная жизнь. На пляжах Таиланда отдыхали туристы, многие приехали встречать Рождество и задержались на несколько дней. Курортные пляжи Пхукета и Каулака были полны людей с разных континентов. Европейцы, австралийцы, японцы – все воспользовались праздничными каникулами, чтобы оказаться у теплого моря. На берегах Шри-Ланки рыбаки готовили сети и выводили лодки. На северной оконечности Суматры, в провинции Ачех, где шел многолетний вооруженный конфликт, люди все равно жили своей повседневной жизнью. Рынки открывались, дети шли в школы, лодки выходили в море. На берегах Индии, Мальдив, Сомали – привычное утро, привычное море. Ничто не выглядело как преддверие того, что произойдет через несколько минут. Никто из них не знал, что в 7:58 утра в 250 километрах к западу от берегов Суматры, на глубине около 30 километров под океанским дном, произошло одно из самых мощных землетрясений в истории наблюдений, и что следующие несколько часов изменят жизнь десятков миллионов людей на побережьях по всему Индийскому океану, от Юго-Восточной Азии до восточного побережья Африки. Цунами в Индийском океане 2004 года унесло по различным подсчетам от 220 до 250 тысяч человеческих жизней. Это одна из крупнейших природных катастроф в истории человечества. Но чтобы понять, почему она произошла именно так, почему одно землетрясение убило людей в 14 странах на площади, охватывающей треть земного шара, нужно начать не с волны. Нужно начать с того, что находится под океанским дном. Индийский океан не такой тихий, каким выглядит с берега. Его дно – это огромная система геологических структур – хребты, желоба, разломы, участки, где литосферные плиты, огромные фрагменты земной коры, движутся относительно друг друга со скоростью в несколько сантиметров в год. В районе к западу от Суматры проходит зона субдукции – место, где индоавстралийская плита уходит под евразийскую. Это движение медленное, но неостановимое. Края плит не скользят плавно, они цепляются друг за друга, накапливая напряжение на протяжении десятилетий и сотен лет. И когда напряжение превышает предел прочности горных пород, происходит разрыв. Мгновенный, огромный, необратимый. Именно это и произошло в то декабрьское утро. Разрыв земной коры прошел вдоль зоны субдукции на протяжении более 1200 километров. Для сравнения, это расстояние от Москвы до Варшавы. За несколько минут океанское дно в этом районе поднялось в некоторых местах на несколько метров. Целые участки дна сместились по горизонтали на десятки метров. Магнитуда землетрясения составила 9,1–9,3 по разным оценкам. Это третье по силе землетрясение из всех, что были зарегистрированы инструментально за всю историю наблюдений. Энергия, высвобожденная в тот момент, была сопоставима с энергией нескольких тысяч ядерных бомб уровня Хиросимы. Сейсмические волны от этого удара обошли весь земной шар и были зафиксированы сейсмографами на всех континентах. Сила высвобожденной энергии была такова, что вся планета буквально зазвенела как колокол. Свободные колебания Земли, вызванные этим землетрясением, были зарегистрированы сейсмографами по всему миру в течение нескольких суток после события. Земная ось сместилась приблизительно на 2-3 сантиметра. Продолжительность суток сократилась на ничтожную, но измеримую величину – несколько микросекунд. Это не метафора мощи, это физические следствия момента инерции, перераспределенного в масштабах планеты. Люди на берегах Суматры почувствовали землетрясение немедленно. Провинция Ачех тряслась несколько минут, здания рушились. Люди бежали на открытые пространства. Это было огромное и разрушительное землетрясение само по себе, без всего того, что за ним последовало. Многие погибли еще до того, как пришла волна. Но большинство людей, которые не выжили в тот день, погибли именно от воды, от цунами, которое начало формироваться в тот же момент, когда сдвинулось дно. Цунами – это не отдельное явление, существующее независимо от землетрясения. Это его прямое следствие. Когда огромный участок океанского дна резко смещается по вертикали, поднимается или опускается, вся вода над ним приходит в движение. Представьте себе плоский таз с водой. Если резко толкнуть его дно снизу, вода не просто качнется в одной точке, она придет в движение по всей площади. Теперь увеличьте этот таз до размеров океанского разлома длиной более 1000 километров и получите представление о том, какой объем воды был приведен в движение в декабре 2004 года. Волна начала расходиться от эпицентра во все стороны. Не одна волна, серия волн, идущих одна за другой с интервалами от нескольких минут до десятков минут. В открытом океане каждая из них была почти невидима.
Длина волны цунами, расстояние от одного гребня до другого, составляет сотни километров. При такой длине высота волны в открытой воде не превышала нескольких десятков сантиметров. Корабли в открытом море практически не замечали ее прохождения. Волна скользила под килями, почти не меняя уровня воды на поверхности, но при этом несла в себе энергию, накопленную движением миллиардов тонн породы. Скорость цунами в открытом океане определяется глубиной воды. Связь проста: чем глубже океан, тем быстрее волна. На глубинах порядка 4-5 километров, характерных для центральной части Индийского океана, волна движется со скоростью около 800 км в час, примерно как крейсерская скорость реактивного самолета. По мере приближения к берегу, где дно поднимается и глубина уменьшается, скорость волны падает, но ее энергия никуда не девается. Она перераспределяется из горизонтальной скорости в вертикальный подъем воды. Именно поэтому волна, почти незаметная в открытом море, вырастает у берега. Физика не позволяет энергии исчезнуть, она только меняет форму. Расстояние от эпицентра до берегов Шри-Ланки около 1500 километров. Первая волна прошла его примерно за 2 часа. До берегов Сомали на другом берегу океана 7-8 часов. Это важное обстоятельство. Между моментом землетрясения и приходом волны существовало временное окно. В Тихом океане система предупреждения о цунами, запущенная после чилийской катастрофы 1960 года, позволяет оповещать прибрежные районы о приближающейся волне за часы до ее прихода. В 2004 году аналогичной системы для Индийского океана не существовало. Международная система мониторинга, действовавшая тогда, была сосредоточена на Тихом океане и не охватывала этот регион. Сейсмические данные о мощном землетрясении были зафиксированы станциями в разных странах практически немедленно, но механизма, который превратил бы эти данные в предупреждение для прибрежных деревень Шри-Ланки, Таиланда или Индии, не существовало. Пока волна шла через океан, на берегах не знали ничего. В некоторых местах перед приходом волны море начало вести себя необычно. Вода отступала от берега, обнажая дно, камни, рыбу, оставшуюся на влажном песке. В одних местах это отступание было заметным и продолжалось несколько минут. Вода уходила на десятки метров, обнажая камни, кораллы, рыбу, которая билась на мокром песке. В других местах почти незаметным. Небольшое понижение уровня воды, которое можно было принять за обычный отлив. Реакция людей зависела от того, где они находились и что знали. Часть интуитивно отошла от воды, часть подошла ближе. Кто-то фотографировал обнажившееся дно, кто-то собирал рыбу. На некоторых пляжах дети бежали к воде, потому что обнажившееся дно казалось им чем-то интересным и необычным. Взрослые шли следом. Это не легкомысленность и не беспечность. Это отсутствие знания, которое в данном конкретном случае было равнозначно смертельной уязвимости. Отступание воды – один из характерных признаков приближающегося цунами. Когда передний фронт волны, ее впадина, достигает береговой линии раньше гребня, море буквально уходит назад, освобождая пространство для того, что идет следом. Это могло бы служить предупреждением, но только для тех, кто знал, что это означает. Тогда это знание было редкостью даже среди образованных людей. Среди жителей прибрежных деревень, среди туристов, проводивших рождественские каникулы на берегу Таиландского залива, тем более. Существует известная история о девочке, которая спасла сотни людей на пляже в Таиланде. Тилли Кум Смит, 10-летняя британская школьница, недавно изучавшая цунами на уроке географии, узнала признаки надвигающейся волны в том, что видела с балкона отеля. Пузырящееся море, необычный отлив. Она убедила родителей уйти и предупредила персонал отеля. Часть туристов покинула пляж. Это исключение. История человека, у которого оказались нужные знания в нужный момент, лишь подчеркивает, насколько редкими эти знания были. Волна пришла. Описать цунами как «большую волну» – это примерно то же самое, что описать ядерный взрыв как «сильный огонь». Формально верно, но совершенно не передает масштаба. Волна цунами – это движение всей толщи воды от дна до поверхности, а не только верхнего слоя, как при обычном шторме. Когда волна с длиной в сотни километров и огромной массой воды входит на мелководье, она не просто поднимается, она несет с собой всю накопленную за тысячи километров пути инерцию. Высота волн в разных точках побережья варьировалась от нескольких до 30 и более метров. Но высота здесь не главный параметр. Главный – это то, что вода не просто поднимается, а движется. Она врывается на сушу с огромной скоростью, проходит сотни метров вглубь берега, сметает постройки и уносит за собой все, что не успело устоять. На берегах провинции Ачех волна ударила первой и с наибольшей силой. Здесь почти не было времени, эпицентр находился слишком близко.
Между землетрясением и приходом волны прошло, по разным оценкам, от 15 до 30 минут, в зависимости от конкретного участка побережья. Для большинства прибрежных деревень это означало практически ничего. Целые населенные пункты оказались под водой, прежде чем люди успели осознать, что происходит. Банда-Ачех, крупнейший город провинции с населением более 200 тысяч человек, потерял значительную часть прибрежных кварталов. Вода прошла вглубь города на несколько километров. По некоторым оценкам, только в Ачех погибло более 100 тысяч человек, половина от общего числа жертв всей катастрофы. Цифра, которую сложно осмыслить, не говоря уже о том, чтобы представить. На берегах Таиланда, в том числе на острове Пхукет и на курортном побережье Каолак, волна появилась около 2 часов спустя после толчка. Там погибло около 8 тысяч человек, среди которых было непропорционально много иностранных туристов, людей, приехавших на рождественский отдых из Европы, Австралии, Северной Америки. Это обстоятельство имело значение для масштабов международного внимания к катастрофе. Когда среди жертв оказываются граждане многих стран, реакция мирового сообщества становится иной. Шри-Ланка приняла волну примерно через 2 часа после землетрясения. Волна обошла остров с обеих сторон и ударила почти по всему побережью. Поезд, шедший вдоль южного берега, был сметен волной вместе с пассажирами. Около 1700 человек погибли в одном этом инциденте. Это одна из крупнейших железнодорожных катастроф в истории. Всего на Шри-Ланке погибло около 30 тысяч человек. В Индии волна добралась до берегов Тамилнаду и других южных штатов примерно в то же время, что и на Шри-Ланке. Рыбацкие деревни, стоявшие у самого моря, многие из них существовали в этом месте поколениями, были уничтожены. Примечательно, что в отдельных районах коренные племена Андаманских островов, чья культура сохраняет древние традиции наблюдения за природными явлениями, ушли с берегов еще до прихода волны, предположительно, реагируя на поведение животных и птиц. Среди них практически не было жертв. Погибло около 18 тысяч человек, в основном жители прибрежных рыбацких поселений. На Мальдивах, где острова едва поднимаются над уровнем океана, волна прошла через весь архипелаг. Большинство островов затопило полностью, но именно то, что они были низкими и открытыми, позволило волне пройти насквозь без того разрушительного накопления, которое происходит у высоких берегов. Жертв было относительно немного, хотя масштаб разрушений был огромным. Берегов Сомали и Кении, на расстоянии более 7 тысяч километров от эпицентра, волна достигла через 7-8 часов. Там погибло несколько сотен человек. Это число кажется небольшим на фоне общей статистики катастрофы, но это люди, погибшие в 7 тысячах километров от эпицентра, на другом берегу океана. Волна одного землетрясения убивала людей в 14 странах. Почему жертв оказалось так много? Ответ складывается из нескольких факторов, каждый из которых сам по себе был бы преодолим, но вместе они создали катастрофу максимальной силы. Первый фактор – отсутствие системы предупреждения. Тихоокеанские катастрофы, цунами 1946 года у Гавайев и 1960 года у берегов Чили, запустили создание международной системы предупреждения о тихоокеанских цунами. К 2004 году эта система работала и спасала жизни. В Индийском океане аналогичной системы не существовало. Этот регион не считался зоной высокого цунами-риска в той же мере, что Тихоокеанское кольцо. Сильные цунами здесь случались редко. Последнее значительное событие в этом регионе до 2004 года относилось к 1883 году, когда взрыв вулкана Кракатау породил разрушительные волны в Зонском проливе. Более 100 лет без крупного цунами привели к тому, что ни инфраструктуры, ни культуры предупреждения в регионе не сложилось. Несколько ученых в 1990-х и начале 2000-х годов предупреждали, что этот регион способен породить разрушительное цунами, и призывали к созданию региональной системы мониторинга. Предложения звучали на конференциях, упоминались в научных публикациях. Необходимого политического и финансового импульса для их реализации не появилось, пока катастрофа не произошла и не сделала промедление невозможным. Второй фактор – плотность населения на побережьях. Юго-Восточная Азия и Южная Азия – одни из наиболее плотно заселенных регионов мира. Прибрежные зоны здесь освоены до предела. Деревни стоят у самой кромки воды, рыбацкие поселения вынесены на берег максимально близко к морю. Это логика существования рыболовецких сообществ. Близость к воде означает близость к работе, к лодкам, к уловам. Но она же означает нулевой запас времени при приходе волны. Третий фактор – время суток и день года. Утро праздничного дня – это время, когда люди находились на берегу. Туристы шли на пляж, рыбаки выходили в море или занимались снастями у воды.
Если бы катастрофа произошла ночью, часть людей была бы дальше от берега. Но в 7:58 утра пляжи уже были заполнены. Четвертый фактор – незнание признаков цунами. Отступание воды перед волной, необычный шум, дрожание земли – все это сигналы, которые при наличии знаний позволяют немедленно уйти от берега. Но знания эти не были широко распространены. Они не входили ни в обязательные курсы школьного образования в большинстве стран региона, ни в обязательный инструктаж для туристов, ни в информационные материалы прибрежных курортов. Эта пустота стоила жизней. Пятый фактор – характер застройки. Прибрежные деревни в Индонезии, Шри-Ланке, Индии строились из легких материалов – дерева, тростника, кирпича без армирования. Эти конструкции не рассчитаны выдерживать удар водяной массы, движущейся горизонтально с большой скоростью. Там, где бетонное здание могло выстоять или хотя бы дать людям возможность взобраться на крышу, легкая постройка разлеталась при первом ударе волны. Это хорошо прослеживается при сравнении потерь в разных зонах одного и того же побережья. Населенные пункты, где велась более капитальная застройка или где здания стояли чуть дальше от берега за естественными преградами, мангровыми зарослями, дюнами, пострадали значительно меньше. Там, где прибрежная полоса была расчищена ради доступа к воде или для застройки туристическими объектами, уничтожение оказывалось практически полным. Мангровые леса, которые вырубались по всему Индийскому побережью в течение нескольких предшествующих десятилетий ради развития аквакультуры и пляжного туризма, могли бы в некоторых местах ослабить первый удар волны. Их отсутствие в ряде случаев сыграло свою роль. Весть о катастрофе дошла до мирового сообщества в течение нескольких часов, и отчасти потому, что среди пострадавших оказалось большое число туристов из развитых стран, имевших при себе мобильные телефоны и камеры. Фотографии и видеозаписи появились в интернете почти немедленно. Это был один из первых случаев в истории, когда крупная природная катастрофа документировалась не только журналистами, добравшимися на место через несколько суток, но и очевидцами в режиме реального времени. Любительские видеозаписи, снятые с пляжей и балконов отелей, показывали то, что раньше оставалось бы лишь в свидетельствах выживших. Как именно выглядит приход волны, как движется вода, как меняется берег. Эти записи распространились по всему миру и стали частью коллективной памяти о катастрофе и одновременно учебным материалом о том, как выглядят признаки цунами. Крупнейшие новостные агентства начали круглосуточное освещение событий. Для многих людей на Западе это был первый случай, когда природная катастрофа подобного масштаба была задокументирована с такой детальностью. Международная реакция на произошедшее стала одной из крупнейших гуманитарных операций в истории. Более 100 государств направили помощь пострадавшим регионам. Общий объем международной помощи составил, по разным оценкам, более $7 миллиардов. Военные корабли, транспорты и самолеты десятков стран доставляли питьевую воду, продовольствие, медикаменты и спасательное оборудование в районы, где наземная инфраструктура была полностью уничтожена. Это тоже важная часть истории. Катастрофа такого масштаба обнажает и пределы разрушения, и возможности коллективного ответа. В районы, где дороги были смыты, а порты разрушены, гуманитарные грузы доставлялись вертолетами и судами на воздушной подушке. В провинции Ачех, где движение сепаратистов вело войну с индонезийским правительством на протяжении нескольких десятилетий, катастрофа создала странное перемирие. Обе стороны прекратили боевые действия и занялись спасением выживших. Через несколько месяцев было подписано мирное соглашение. Иногда природные катастрофы создают политические возможности, которые в других обстоятельствах оставались бы недостижимыми. Но наиболее долгосрочным последствием катастрофы стали изменения в системах предупреждения. Уже в 2005 году Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО инициировала создание системы предупреждения о цунами в Индийском океане. В течение нескольких лет на дне океана были размещены датчики давления воды, так называемые донные датчики давления, реагирующие на изменение давления столба воды при прохождении цунами. Буи на поверхности принимают сигналы с этих датчиков и передают их через спутниковые каналы в региональные центры мониторинга. Эти центры в Австралии, Индии, Индонезии круглосуточно отслеживают сейсмическую и гидрологическую обстановку. При фиксации землетрясения, потенциально способного вызвать цунами, система автоматически начинает оценку угрозы и в течение нескольких минут может передать предупреждение прибрежным службам, которые запускают оповещение населения. Параллельно началась работа по созданию систем оповещения на местах, сирен на побережьях, знаков эвакуационных маршрутов, инструкций для населения. Были разработаны образовательные программы, объясняющие признаки цунами и правила поведения при угрозе. В Индонезии, в Таиланде, в Шри-Ланке сегодня на прибрежных дорогах стоят знаки, указывающие направление к зонам безопасности. Это небольшие таблички с простой стрелкой и символом волны.
Но они означают нечто важное – системное признание того, что угроза реальна и что знание о ней должно быть доступно каждому. Процесс создания этих систем был не быстрым и неровным. Через несколько лет после катастрофы проверки показали, что часть датчиков вышла из строя, часть буев дрейфовала без связи со спутниками, часть береговых сирен не проходила регулярного технического обслуживания. Поддерживать масштабную международную систему мониторинга требует постоянного финансирования, политической воли и технических кадров. Все это непросто обеспечить в долгосрочной перспективе. Уроки, извлеченные из катастрофы 2004 года, не были раз и навсегда закреплены в инфраструктуре. Они требуют ежедневного поддержания. Тем не менее, система работает. В 2012 году мощное землетрясение у берегов Суматры магнитудой 8,6 вызвало волну предупреждений по всему региону. Тысячи людей эвакуировались с побережий. Цунами не оказалось разрушительным, но готовность к нему оказалась совершенно иной, чем в 2004 году. Это разница между двумя землетрясениями в одном и том же регионе, разделенными 8 годами, и принципиально разными системными ответами. Что остается от цунами 2004 года, если смотреть на него не через цифры потерь, а через то, что оно изменило в понимании природных катастроф? Во-первых, понимание того, что катастрофы не происходят случайно в смысле своих последствий. Само землетрясение было неизбежным следствием геологических процессов, которые продолжались миллионы лет и не поддаются ни предотвращению, ни задержке. Но число жертв – это не чистая геология. Это также результат инфраструктурных решений, принятых за десятилетия до катастрофы или не принятых вовсе. Отсутствие системы предупреждения было выбором, не злонамеренным, не осознанным, но выбором. Выбором не тратить ресурсы на защиту от угрозы, которая в Индийском океане воспринималась как редкая и далекая. Второй урок касается времени. От момента землетрясения до прихода волны на большинство берегов прошло от 20 минут до нескольких часов. Это время не было использовано, потому что не было механизмов его использовать. Сегодня эти механизмы существуют. Они несовершенны, они требуют поддержания, но они существуют, и это прямое следствие той катастрофы. Третий урок о знании. Десятилетняя девочка, знавшая признаки цунами из школьного урока географии, спасла людей на таиландском пляже. Эта история стала известной не потому, что она исключение, а потому что в ней отчетливо видно, как работает знание в момент катастрофы. Оно не требует оборудования, не требует связи, не требует сирен. Оно требует только того, чтобы правильный человек оказался в правильном месте с правильным пониманием происходящего. Сделать такое знание широко доступным – задача, которая решается не строительством датчиков, а образованием. Поверхность Индийского океана спокойна большую часть времени. Она отражает небо. На его берегах живут сотни миллионов людей, работают курорты, стоят рыбацкие деревни. То декабрьское утро выглядело точно так же – спокойным, обычным, никак не предвещающим того, что произошло через несколько минут. Под этой поверхностью – тектонические плиты, движущиеся с неумолимой медлительностью. Напряжение, копящееся на границах разломов. Потенциальная энергия, которая ждет своего момента, и которая, когда высвобождается, не различает курорт и рыбацкую деревню, туриста и местного жителя, декабрьское утро и любое другое. Катастрофа 2004 года не изменила геологию Индийского океана. Та же зона субдукции у берегов Суматры остается активной. Землетрясения там происходят регулярно. В 2010-х и 2020-х годах в этом регионе фиксировались события магнитудой 7 и выше. Каждый раз системы предупреждения срабатывали, прибрежные районы получали оповещение, часть людей эвакуировалась. Не всегда волна была разрушительной. Но готовность к ней стала другой. Следующее крупное цунами в Индийском океане не вопрос возможности, а вопрос времени. Этого не может изменить ни одна технология. Но технологии и знания могут изменить то, сколько людей окажется в безопасности, когда оно придет. Разрыв между 250 тысячами погибших в 2004 году и тем числом, которое будет зафиксировано при следующем сопоставимом событии, это и есть измеримый результат всего того, что было сделано после. Обязательно подпишись на канал. Мы с вами не прощаемся. До новых расследований самых громких и порой загадочных катастроф нашей планеты.